В этом видео я вам покажу, как работать с нодой, которая, знаете, вызывает у 99% пользователей N8N какие-то вопросы. Нода называется код. Смотрите, когда я видел первый раз шаблон N8N, где есть нода код, я сразу же думал, блин, ну понятно, это делал какой-то программист. На самом деле нет. На самом деле даже мы, ребята, которые вообще не разбираются в коде, можем делать ноды код для того, чтобы усиливать наших агентов, для того, чтобы усиливать наши шаблоны, для того, чтобы разгрузить какие-то рутинные вещи с помощью ноды код. Она выполняет огромное количество задач, с которыми не всегда может справиться сам наш основной AI-агент. Я вам покажу на нескольких примерах, как мы можем использовать ноду код в своих N8N процессах. Ну и, конечно, я вам покажу, как мы буквально там за несколько кликов можем создать код для сервиса N8N. И не просто создать код, а если возникнут какие-то ошибки, мы можем этот код доработать без знания программирования, с нулевыми знаниями программирования. Поэтому, ребят, поехали. Так, смотрите, показывать я всегда буду на большом количестве примеров, и все запросы, все шаблоны, которые я использую в этом видео, вы всегда можете скачать в первом закрепленном сообщении под этим видео, для того, чтобы использовать уже настроенные рабочие пространства. Значит, давайте начнем немного с теории, да, что такое нода код для непрограммирования. Значит, нода код, она на самом деле выполняет большое количество задач, с которыми не всегда может справляться наш агент. Преимущество ноды код, она более надежная и стабильная, у нее всегда стабильная работа, то есть у нее всегда есть запрограммированная какая-то часть, которая в любых условиях будет выполнять эту работу правильно, то есть меньше ошибок, прогнозируемость. Один раз настроил, и все работает всегда одинаково. То есть когда у нас есть какие-то рутинные процессы, мы будем использовать как раз ноды код. Отсутствие затрат, не расходуются токены и нет стоимости за вызова искусственного интеллекта для решения каких-то стандартных привычных задач, с которыми справится там обычная нода. Быстрота, то есть код выполняется быстрее, чем обработка идет через ИИ-агента. Обработка больших объемов данных, нет ограничений на размер, как у искусственного интеллекта. То есть когда мы отправляем данные в ИИ, он не всегда может эти данные обработать, в отличие от ноды код, которая всегда сможет эти данные обработать. Значит, основные сценарии применения ноды код — это очистка данных в основном идет, подготовка, изменение, структурирование данных внутри сценария N8N, группировка, агрегация, подготовка для экспорта данных в таблицы и графики. Я понимаю, да, что для многих из вас сейчас это все ни о чем не говорит. Смотрите, значит, я создал такого простого AI-агента, который будет выполнять достаточно примитивную, простую задачу. То есть у него есть задача, мы его будем для демонстрации я буду показывать на простом примере, то есть на банальном чате, который есть в сервисе N8N. Конечно, мы можем и через Telegram все это проработать, и в конце я вам покажу несколько возможностей, которые есть у ноды код для того, чтобы она круто синхронизировалась и работала через Telegram. Но это чуть дальше. Значит, смотрите, изначально вот у нас есть нода код. Давайте я весь код с этой нодой, соответственно, удалю. Давайте лучше даже сделаю новую ноду код. Эту мы отключим и создадим, соответственно, новую ноду код. Нода код, она так и называется. То есть код в N8N. И здесь изначально, да, стоит какой-то код. Здесь изначально, давайте чуть побольше сделаю. Здесь изначально есть какие-то параметры, есть JavaScript. У меня от слова там JavaScript начинает просто трясти, потому что я вообще не понимаю, что такое JavaScript, и не понимаю, как он работает. Окей, значит, мы удаляем все данные, которые есть в ноде код. Значит, пример я буду приводить с AI-агентом, который настроен под, как это правильно сказать, это, в общем, погодный AI-агент, который занимается тем, что выносит нам данные о погоде за несколько дней. Значит, смотрите, в нем бит достаточно обычный промпт, который что делает? То есть его роль — это геокод-агент, то есть агент с кодом для
определения погоды. Ну и в него, соответственно, вбит такой достаточно простой промпт на выходе, что он должен получать, на входе, что он должен получать. То есть его основная задача — это когда ему присылают какую-то локацию, он мог определять долготу и ширину этой локации, и все это отправлять, соответственно, в следующую ноду. Это его основная задача. Здесь следующая нода HTTP Request. Нода, которая позволяет нам через открытый источник, вот этот источник, определять погоду, то есть Free Weather API, то есть бесплатный определитель погоды по API. Значит, и здесь у меня, соответственно, будут вбиты долгота и ширина для того, чтобы он мог точно определять, соответственно, погоду по долготе и ширине. Любой город вбиваем, AI-агент преобразует название этого города в долготу и ширину и будет отправлять, соответственно, данные в Free Open Weather API, и тот будет уже говорить погоду там на ближайшие несколько дней по этим координатам. Значит, давайте выберем для начала какой-нибудь пример. Да? Вот выберем тест-чат и вобьем, например, слово Москва. Значит, смотрите, он сейчас передает данные. Давайте запустим этого агента. И он на выходе мне дает, соответственно, долготу и ширину Москвы. Давайте, чтобы проверить, я вбиваю Москва. Долгота и ширина. И широта. Извиняюсь, ширина. 55, 37. 55,7, 37,6. Хорошо. Захожу в нашего агента. Вижу 55,7, 37,6. Все верно. То есть он определил по названию города долготу и ширину. Следующая нода уже по этим данным, она ищет погоду на этих данных. Но смотрите, в чем особенность этой ноды и вообще нод, которые мы будем использовать. Здесь все в качестве примера для того, чтобы показать вам принцип работы ноды код. Значит, смотрите, мы когда вбиваем долготу и ширину, у нас данные отправляются, мы получаем данные о погоде за несколько дней. Причем о погоде за 7 дней, то есть на ближайшую неделю, и за каждый день в определенные промежутки времени. То есть, ну, я думаю, что вы видели в своих телефонах приложение погоды, заходили, и вы видели, что там в 12 часов такая-то погода, там в 15 часов такая-то погода, в 17 часов такая-то погода. Соответственно, нам приходит большое количество данных за один и тот же день. И чтобы как-то эти данные структурировать, то есть мы на выходе получаем большое количество данных за определенный день. И чтобы эти данные структурировать, мы можем, конечно, поставить дополнительного агента, который будет обрабатывать эти все данные. Но зачем? Мы можем с помощью ноды код структурировать и получать, соответственно, эти данные. Вот смотрите, как все выглядит в таблице. И вот смотрите, большое количество данных с температурой в течение дня. И так это все на неделю по, например, по городу Москве. Значит, как мы можем структурировать эти данные? Мы можем их структурировать как раз с помощью ноды код. Но какой код здесь прописывать, мы для этого обращаемся в чат GPT, либо мы обращаемся в Claude. Да, давайте что-нибудь возьмем на примере чат GPT. Покажу, это такая самая... И для того, чтобы эти данные структурировать, мы должны обращаться к какому-то там AI-агенту. Но мы можем не обращаться к этому AI-агенту, особенно когда данных у нас большое количество, там 100, 200, 500 данных приходит там, в зависимости от вашей задачи. И поэтому мы просим у ChatGPT написать код для того, чтобы структурировать эти данные. Первый пример, да, как мы можем структурировать эти данные. Например, нам необходимо структурировать эти данные и вытаскивать среднюю температуру за определенный период. Что мы делаем? Мы пишем в чат GPT. Я использую N8N для получения данных о погоде для конкретной локации. Я хочу создать пользовательское сообщение на основе полученных погодных условий с помощью JavaScript в код ноде N8N. Мне нужно, чтобы код извлек максимальное и минимальное значение температуры за последний день прогноза и сформировал сообщение такого вида: максимум, минимум. Вот как данные поступают в коду нод. Здесь я добавляю, соответственно, данные, которые поступают в коду нод. Давайте вот эти вот данные возьмем. Вот они, HTTP request. Я просто копирую, соответственно, эти данные и добавляю вот сюда в чат GPT. Вот в таком вот формате. Прочитай документацию по N8N и создай код, который решает эту задачу. И смотрите, сейчас я без знаний программирования, с нулевыми знаниями программирования создам полноценный код, который будет решать эту задачу.
Значит, смотрите, он сейчас мне пишет код, который я просто сейчас скопирую и буду использовать в ноде код. Для этого я захожу в ноду код и копирую, соответственно, все эти данные. Копировать и вставить. Нажимаем проверка. Проверка. И смотрите, на выходе получаю. Значит, месседж. Максимум минус, максимум 24 градуса, минимум 13,6. Максимум 24, минимум 13,6. И дата. Например, меня не устраивает дата. Что я делаю? Я у ChatGPT говорю: отлично. Я ему говорю: отлично. Код работает, но мне нужно, чтобы дата была в формате 12 мая 2025 года, то есть в текстовом виде. И он мне сейчас переписывает, соответственно, мой код для того, чтобы он был в том формате, который мне необходим. Хорошо, сейчас я скопирую этот код и посмотрим на изменения, которые произошли. То есть я копирую этот код и сюда вот заменяю на изменения. То есть сюда я вставляю тот код, который он только что сгенерировал. Запомнили, как выглядели данные. И я получаю уже вот 19 июня 2025 года. То есть я получил погода на 19 июня 2025 года максимум, минимум. Я получил тот ответ, который, соответственно, меня удовлетворяет. Но, например, меня все еще не устраивает этот код. Я говорю: окей. Но мне нужно, чтобы ответ был таким. Максимальная температура данной температуры будет число в формате такого-то, такого-то, а минимальная температура данной температуре будет число такое-то, такое-то. Значит, и он мне говорит: вот что тебе нужно. Тебе нужно изменить, соответственно, формат. Я копирую этот код опять и добавляю вот сюда. То есть, смотрите, я сейчас работаю полноценно с кодом, привожу его в тот вид, который мне необходим, и все это делаю как бы без знаний программирования. Хорошо, значит, максимальная температура 24 градуса 19 июня, а минимальная температура 13,6 19 июня. Соответственно, он мне показал максимальную и минимальную температуру, которая будет в этот период времени. То есть, смотрите, мы, не зная код, смогли систематизировать и собрать данные. Ну хорошо, нам, например, нужно не просто там минимальная и максимальная температура, а мы хотим спросить у ChatGPT, что еще можно делать с этими данными, которые поступают. Я, например, не понимаю, что еще можно делать с этими данными. Я у него спрашиваю, какие операции можно делать с погодными данными в одной ноде код. И он мне начинает перечислять, то есть какие операции я могу делать. Фильтрация по дате, времени, диапазоне температуры, агрегация, сортировка, поиск определенных значений, преобразование структур, вычисление производных показателей, генерация пользовательских сообщений и отчетов. То есть он мне подсказывает, как я еще могу использовать ноду код для работы с теми данными, которые поступают в эту ноду. Хорошо, давайте выберем что-то. Например, выберем агрегация. Значит, я задаю промпт. Используя знания о структуре моих данных, напиши код, который будет агрегировать каждый день в отдельный объект N8N. То есть вместо возврата одного объекта можно вернуть столько объектов, сколько дней содержится в данных. И он мне написал уже новый код. Я этот новый код копирую, перехожу в свой N8N и заменяю этот код. Нажимаю тест. И смотрите, мне, если в предыдущий раз он выдавал один день, то есть выдавал минимальное и максимальное значение из всех значений, которые у него есть, то он здесь мне на выходе уже дает 7 значений. То есть 7 значений, 7 данных за каждый день. Например, данные от 13 июня. 19,6, 13,6. Максимальная температура такая-то в таком-то формате. Плюс использует мои предыдущие наработки. 14 июня. То есть он по каждому дню дает данные. Что я могу с этими данными сделать? Например, я могу поставить сюда луп и эти каждые данные, например, заносить в специальную, не знаю, там, таблицу, в Google таблицу для того, чтобы вести дневник погоды. Но мне надо, например, вести дневник погоды по определенному городу. Я, соответственно, буду вести дневник погоды в специальном там Google Sheets таблице, например, где там Create, создавать новые данные и зацикливать. И все эти данные по очереди, 7 данных, они будут записываться в специальную Google таблицу, тоже как вариант. Хорошо. То есть, смотрите, мы изначально даже не думали о том, чтобы использовать эти данные таким образом. Но сейчас нам ChatGPT сам подсказал, как мы можем использовать ноду код для решения каких-то там своих задач.
Но меня и это не устраивает. Я, например, хочу получать значение температуры в Фаренгейтах рядом с Цельсием. И для того, чтобы наш AI-агент не запускать, не выполнял эту задачу, я прошу с помощью кода, потому что задача будет выполняться регулярно, написать мне код, который будет автоматически переводить и показывать мне данные в Фаренгейтах и показывать мне данные, соответственно, в Цельсиях. Что я делаю? Я задаю промпт, давай добавим значение температуры в Фаренгейтах рядом с Цельсием, чтобы для каждого значения выводились оба варианта. И он опять корректирует мой промпт, мой код, я его копирую, перехожу в ноду код и, соответственно, добавляю этот код. Вставляю, нажимаю тест и смотрите. Сейчас я получаю данные максимум в Цельсиях, минимум в Цельсиях, максимум в Фаренгейтах и минимум в Фаренгейтах. То есть он мне сейчас дает не просто в одном формате, соответственно, температуру, а уже температуру в разных форматах. И опять же, мы здесь не используем AI-агента, мы здесь используем ноду код, которая выполняет функции AI-агента. Но я хочу, например, полностью сменить подход. Я ему говорю, я хочу полностью сменить подход, я хочу создать графики на основе этих данных. Графики, полноценные графики по погоде. Используя исходную структуру погодных данных, напиши код, который может формировать уникальные ссылки quickchart.io. Вот этот quickchart.io. Это сервис, который позволяет нам создавать полноценные графики с помощью нашего AI-агента. То есть мы здесь можем зарегистрироваться, можем использовать бесплатную документацию от сервиса quickchart.io, которая позволяет делать вот такие вот, давайте перейдем, демонстрацию. То есть мы можем с нашими данными, которые к нам поступают, автоматически создавать полноценные таблицы, ну что-то типа Excel, только здесь побольше вариантов, там даже QR-коды есть, любые на наш вкус, то, что нам понравилось. И мы просим у ChatGPT сформировать тот самый код, который будет выдавать вот в таком формате. Я копирую этот код, опять же, ну сейчас вы увидите, как это работает, и, например, добавляю вот сюда в ноду код. Этот код опять убираю. И смотрите, он мне уже выдает полноценную ссылку на мои данные о погоде, которую я могу вот так вот скопировать и перейти, соответственно, по ней сюда. И уже вижу свои данные о погоде вот в таком вот приятном как бы графике. Хорошо, это тоже делает нода код. Но, например, меня это тоже не устраивает. Я хочу сделать нечто большее. Да? Я хочу, например, почему меня не устраивает? Смотрите, если я вот открою это все в чате, например, напишу ему Москва, слово Москва, то я в чате увижу ответ вот в таком вот коде, да, что меня тоже там не совсем устраивает. Поэтому я попрошу у ChatGPT, я хочу, чтобы этот график можно было отправлять в мой N8N чат с помощью встроенного Markdown. Markdown синтактически подходит для этого случая, чтобы все работало. И теперь он мне говорит, хорошо, понял, я теперь буду генерировать ту самую картинку, которую вот мы здесь получили, генерировать картинку уже непосредственно в нашем чате. И для этого тебе необходимо добавить... Он не совсем меня понял, поэтому я его прошу создать мне код для ноды код. Значит, учитывая мне все эти пожелания. И он сейчас мне генерирует тот самый код. Я бы вряд ли его сам написал. Вот так вот он выглядит. Мы переходим в ноду код и добавляем сюда то, что мне только что написал ChatGPT. Нажимаю тест и уже получаю, соответственно, в двух форматах. То есть это чат URL и Markdown код. И если я опять сюда уже напишу слово, например, Москва, либо какой-нибудь другой город, Москва. Смотрите, что здесь уже появится. Здесь появится, по идее, должен появиться тот самый график. Нужно добавить ноду, которая будет генерировать этот график. Вот, смотрите, вот сейчас появился тот самый график прямо в нашем чате. Как это можно, например, использовать уже там в Telegram? Здесь то же самое. Введен этот код, и мы давайте перейдем в Telegram и попросим, например, его... Давайте вот я тестил. И попросим его, например, то же самое. Например, Москва. Здесь нажимаем тест.
И вот эти данные, они сейчас переходят. Нода код, данные отправлены. И смотрите, вот у меня в Telegram получается уже такая табличка со средней температурой по дням для Москвы. Все таким вот образом. Причем, ребят, знаете, как вы видели, я ноду код использовал без знаний программирования. И поэтому, ребят, если у вас возникают какие-то сложности, какие-то проблемы с нодами код, либо вы получили какой-то шаблон, где есть нода код, вы всегда можете скопировать этот код, отправить его в чат GPT и спросить, что не так в этом, либо что делает этот код. И для того, чтобы понимать, какую роль, какую задачу выполняет эта нода в вашем N8N пространстве. Либо вы можете отправить целый шаблон в N8N и спросить, как можно этот шаблон улучшить, либо какие рутинные задачи можно использовать с помощью ноды код в данном шаблоне. И чат GPT, либо Claude, либо любой другой искусственный интеллект поможет вам справиться с этой задачей. Поэтому не бойтесь ноду код, не бойтесь экспериментировать. Если у вас возникают какие-то ошибки, вы просто отправляете скриншот с этой ошибкой в чат GPT, и он тут же исправит эту ноду, исправит свой код для того, чтобы у вас все прекрасно работало. Ну а если вы хотите скачать этот шаблон, либо любой другой шаблон, который у меня есть для сервиса N8N, ссылка находится в первом закрепленном сообщении, переходите, скачивайте шаблон. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео, подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канал. Все ссылки находятся в первом закрепленном сообщении. Не бойтесь работать с сервисом N8N. С вами был Игорь Зуевич. Пока.